Всем привет! Завершающее видео про беседку. Сегодня у меня остаются последние штрихи. Это сделать освещение, ну и все это подключить. Погода сегодня шикарнейшая, начало июня. Погода распогодилась, пчелки летают. Сегодня я буду заканчивать с беседкой. В общем, как обычно, дел море. Буду потихонечку всем заниматься. Друзья, подписывайтесь на канал. Жду вас еще в телеграм-канале. Ну и всем приятного просмотра. Я буду начинать. Как только сказал, что погода хорошая сегодня, прошло 20 минут и накрапывает дождик. Небо затянуло тучами. Надеюсь, дождик этот будет проходящий, надолго не задержится. Я начинаю делать люстру. Вот, из такой массивной доски. Это остатки у нас со стройки избушки еще. Года, наверное, 3 она как минимум лежит у нас на чердаке. И сейчас, наконец-таки, ей нашлось применение. Вот, сделал грубо небольшую окантовочку циркуляркой. И сейчас буду верхний слой сдирать при помощи металлической щетки. В общем, буду делать состаривание вот этой люстры. Наподобие, как я делал вот этот стол. Этому столу уже 4-й год, точнее 5-й год пошел. И как видно, что ему нипочем. В общем, такой же пропиточкой буду делать. Вот так. Все, буду сдирать сейчас верхний слой. Будет этот светильник, как я уже сказал. Очень много, кстати, было у меня идей, как сделать. На самом деле здесь нету предела. Были мысли сделать из какой-нибудь коряги, подвесить. К примеру, как у нас вот в баньке я делал из простого сучка. Также были мысли сделать из пня с корнями. Все это тоже подвесить, сделать лампочки. Тут вообще на самом деле кому как угодно. Но за неимением пней и красивых коряк, это же надо все ходить искать по лесу. Пока остановился я на доске. Доску я решил делать не простым классическим способом, ее строгать, потом шлифовать, а решил я ее состарить. При помощи насадки для болгарки, корщетка, по-моему, ее называют. Доску я прошел всю полностью по бокам, с торцов. С этой части лицевой, с этой стороны уже не стал проходить. Она будет подвешена к потолку. И тем самым вот как бы выбрал какую-то часть вдоль волокон.
3 отверстия, подстраиваемые светильники уже готовы. Сейчас с этой стороны я буду пропиливать небольшой паз, чтобы спрятать туда провод, который будет запитывать эти светильники. Этот паз я буду пропиливать новой пилой. Это пила взамен той пилы, которая у меня уже начинает помирать. Ну и как по старой традиции, всем инструментом, которым я пользуюсь, я обычно вам о нем рассказываю. Новая пила, линейка 24 вольта. Аккумуляторы подходят ко всем моим инструментам в большей части. Пила весит 3,3 килограмма. Диск здесь 184 миллиметра. Глубина пила под прямым углом 63 миллиметра, под углом 45-43 миллиметра. На пиле есть все необходимое. Блокировка шпинделя, чтобы поменять диск, если вдруг понадобится. Кнопочка здесь есть. Здесь также есть винт регулировки наклона, также винт глубины пила. Все очень просто, довольно одного движения, и все будет выставлено. Есть труба для установки пылесоса, чтобы работы были максимально чистыми. Кожух защитный. И также пила снабжена тормозом. То есть отпускаешь кнопку, и диск тормозит. И также есть подсветка. Очень яркая подсветка. Ну и, конечно же, есть упор. Как и у всех многих циркуляров. Паз готов. Кстати, забыл сказать, что у циркулярной пилы 4500 оборотов. Все, эта сторона готова. Буду теперь красить. Пока сохнет, буду заниматься проводкой в беседке. Растопил самовар, пока греется вода, занимаюсь электропроводкой. Думаю, что где как и будет находиться, чтобы максимально было все красиво и чтобы не бросалось в глаза. Топлю сегодня на шишке. Кстати, запах поприятнее, какой-то специфичный, не как на лученах. Вот, смоляк. Говорят, на шишках вкус другой. Ну что, попробуем.
Начинаю подключать провода. Собирать буду на старые добрые Вага. Сейчас подключаю вот здесь все в распред коробки и буду вешать люстру. Получается шикарная, красивая текстура состаренного дерева, эффекта состаренного дерева. Видно каждую вот эту структуру, темный цвет, светлый цвет. Все очень классно получилось. Пропитано маслом, цвет палисандр. Этим же маслом у меня пропитан вот этот стол. Я думаю, это не последнее изделие, которое я буду делать таким способом. Делаю второй раз в жизни. С каждым разом буду еще учиться и учиться. И на самом деле есть еще над чем поработать. Освещение в беседке готово. Вот так все выглядит сверху. 3 встраиваемых светильника. Послание на будущее. Провод спрятан. Сверху максимально закреплен. Снизу его, надеюсь, видно не будет. Тут все оплел вокруг цепи. Здесь запаял все на обжим. Вот так вот. Даже пчел стало видно. Ставь лайк, если стало намного красивее. Получил 2 пчелы в ухо, 2 в лоб, вот в левый висок, еще, по-моему, в правый висок. 1 штука в руку. Так что вот так вот. Руки еще будят от триммера. Но ничего, терпимо. Если бы я бы косил бы косой, то я бы точно бы уже убежал. А вот при помощи вот этого шумного триммера
пчелы боятся и атакуют не так сильно, но все же маленько мне досталось. Это, наверное, из-за того, что долго я здесь не убирал эту траву высокую, не скашивал. Делал я вот такую красоту. Здесь должна быть колода. Колода должна быть в горизонтальном положении. Но, как оказалось, заселить пчел в борт, в колоду очень проблематично. В первый год я пробовал, но безрезультатно. Эту колоду я установил на елку в виде ловушки. Если каким-то образом повезет и залетит туда рой, будем ставить сюда. Но пока никаких успехов в этом нету. Этой весной я изготовил новых 3 стульчика. Вот, они заняли новое место. Как я говорил в прошлом ролике, пчел уже хочу я ставить в это место. Поэтому следующие улья, они уже будут находиться на вот этих новых стульчиках. Но еще осталось нам один пустой улей заселить. К сожалению, он у нас весной погиб, когда вот выпал в апреле, в мае, в начале мая снег. Там, конечно, пчел очень мало было. И семья все погибла. Вот, надеюсь, в этом сезоне будут еще здесь 3 новых улика, заселенные пчелами. Вот оно самое главное приобретение этого сезона. Наконец-то я приобрел себе ППУ улей. Давно мечтал, все подталкивало меня. Плохая зимовка пчел в нашем овшайнике. Решил я попробовать пеноулик. Уже сейчас многие пчеловоды заселяют туда пчел. И как бы хороший результат зимовки, хороший результат весной, сильное развитие в этом улье. В общем, решил попробовать. В этом деле я еще новичок, даже не знаю, как правильно делать регулировку. Здесь сетчатое дно. Как правильно вообще работать с этим ульем. В общем, буду учиться. Все это я впервые буду изучать вместе с вами. Если кто имел дело с такими пеноуликами, то пишите, советуйте мне. Я вообще ничего не знаю. Буду изучать по ходу. Так что одна из ловушек, которая сработала, будет уже заселяться в этот улей. Это буквально вот-вот будет на днях. Четыре ловушки у нас установлены. Из этих 4 уже 3 сработано. Еще у нас где-то 7 ловушек к установке. На днях будем еще вот эти дополнительные 7 штук устанавливать. Ну а пока 3 из 4. Вон на этой елке, на большущей. И это на сегодня уже пчелы 100% находятся в ловушке. И еще мы до этого наблюдали. Так что даже они в конце мая где-то залетели. Вот так вот. Лепота, друзья.
Шикарнейшее освещение. Я, как всегда, доволен как слон. Сделаю небольшое, друзья, объявление вам. В следующем ролике будем мы бурить скважину. Все для этого мы уже подготовили. Самое трудное мы нашли. Это было найти генератор трехфазный 380 вольт. Вот. Генератор мы нашли. Значит, в следующем ролике мы будем бурить скважину. Бурить будем прямо здесь у нас на участке. Давно мы мечтали, и наконец в этом году у нас будут первые попытки по бурению скважины. Забегать наперед не буду. Так что, как будет, увидим в следующей серии. Друзья, благодарю всех за уделенное мне время. Обязательно подписывайтесь на канал, кто это еще не сделан. Ставьте палец вверх, поддержите мое видео. Всех жду вас в телеграм-канале, ссылочки будут внизу. Буду я там выкладывать промежуточные результаты по бурению скважины. Я пока переживаю по этому поводу, лишь бы мы не уперлись в какой-нибудь камень и не бурили мы там несколько дней. Друзья, всем пока, увидимся с вами в следующем ролике. Будьте здоровы! Пока-пока!